Турция – это не только пляжи и отели, на все включено. В этой стране есть горы и реки, античные руины и леса, гостеприимные местные жители и сады. Самый правильный способ увидеть это все и сразу – выйти на тропу. В 20 километрах от Анталии начинается тропа Святого Павла, проложенная в начале 21 века англичанкой Кейт Клоу по тем местам, где в начале христианской эры проходил апостол новой веры. Поход по тропе Святого Павла стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует исключительно по безвизовым для россиян странам. В этой поездке его попутчицей стала Майнур Клементьева. Мы начали свое путешествие по тропе Святого Павла с того, что вышли с аэропорта пешком до главного шоссе и пытаемся сейчас уехать автостопом до поворота на Аспендос, где, собственно, тропа и начинается. Пока что-то не очень наш автостоп, но должны уехать. До руин путешественники добрались легко и быстро. Но начало тропы найти не удалось. Не помогли в этом ни сотрудники музея, ни местные жители. Пришлось идти наобум, ориентируясь на внутренний голос. Общее направление на север к озеру Эгердир. Утренний туман не страшен. С тропы все равно не собьешься. Тем более, что ее саму еще не нашли. Вновь предстоит идти по компасу, строго на север. По пути попалась попутная машина. Пожарные спешили потушить подожженную во время ночной грозы сосну. Похвальное решение, но немного запоздалое. Лесов-то, посчитай, не осталось. Почти все уже выгорело или вырублено. Автостоп в Турции замечательный. Подвозят на всем, что движется. Там же, где ничего не движется, по дорогам можно запросто гулять, как по пешеходным тропам. Да и пешеходов не видно, только пастухи с козами или овцами. Едва Валерий с Майнур вышли на шоссе, как им сразу попалась попутка в сторону каньона Кёпрюлю. Местные жители уверяли, что в районе этого каньона видели красно-белые знаки, которыми обозначена тропа Святого Павла. Настойчивость и упорство принесли закономерный результат. На третий день бесплодных поисков путешественники вышли на тропу и стали двигаться уже не наобум, а строго по меткам. Вот настоящие туристы. Ага. Ой, как их много. Каньон Кёпрюлю – место туристическое. Сюда приезжают любители рафтинга и каньонинга. Здесь устраивают автомобильные экскурсии на внедорожниках. Тропа пересекает каньон Кёпрюлю и начинает подниматься вверх по его западному склону. Вначале плавно, затем все круче и круче. Наконец, Валерию и Майнур приходится уже не идти, а карабкаться. С непривычки тяжело. Ну как? Круто. Круто. Да то потом ты мне дашь воды. У меня воды нет. Но вот подъем благополучно преодолен, и путешественники входят в каменный лес с причудливыми скальными образованиями. А в деревне Алтынкая их ждали дружелюбный пес, сытный завтрак и руины античного города Сельге. От амфитеатра, расположенного прямо на деревенской околице, тропа ведет мимо полуразрушенных ворот на вершину холма к Акрополю. Туристов здесь видят редко, поэтому нет ни входных билетов, ни забора, ни охраны. Вообще никого и ничего. От языческих храмов и ранних христианских церквей остались лишь груды расколотых камней
и кое-где основания стен. Но это и не важно. Как и во времена апостола Павла, вид сверху замечательный. На тропе по-прежнему никого нет. Ни в попутном, ни во встречном направлении. Путешественники ориентируются по знакам, питаются подножным кормом, распугивают любопытных ослов и пытаются во что бы то ни стало не сбиться с петляющей среди причудливых скал тропы. Когда совсем стемнело, поставили палатку. Холодно что-то стало по утрам. Почти в полном снаряжении идти приходится. Зиме. Дело в зиме. Тропа ведет наверх. Все выше и выше. Но прохладнее при этом не становится. С каждым часом октябрьское солнце припекает все сильнее и сильнее. Впору начинать раздеваться. Тропа привела в деревню Чавуштепе. Деревня маленькая, но в ней есть пансион, рассчитанный на тех, кто идет по тропе Павла. Принимают по-домашнему, с чаем, вареньем и пирожками. Хозяин пансиона Эрдинч Барджа помогал прокладывать тропу святого Павла. В качестве доказательства он показывал все фотографии, на которых оказался запечатлен хотя бы издали и сзади. В книге описан маршрут с разбивкой по дням. Это важно для тех, кто идет без палатки, от пансиона к пансиону. Есть и карта, по которой можно ориентироваться на местности. С ней путешественникам уже не придется идти наобум. Впрочем, поначалу ни книга, ни карта были не нужны. От Чавуштепе тропа идет все время вдоль реки. Сбиться с нее невозможно даже при сильном желании. Слева и справа – горы. Направление только одно – на север. Чуть левее и правее, чуть выше или ниже, но все время примерно в одном и том же направлении. Альпинизм настоящий. На тропе нет недостатка в воде. Повсюду речки, ручьи, источники, арыки, колодцы, цистерны, поилки для скота. А в каждой деревне хотя бы один общий деревенский источник. Воды и дальше много. По виду она очень чистая. Туристов по-прежнему не видно, но изредка на тропе все же попадаются местные жители. Как пешком, так и верхом. Встречаются и охотники, причем русскоязычные. Очень старый, наверное, давно-давно. Или стеснительные пастухи. Тропа вывела на плоскогорье, заросшее редкими деревьями, разрезанное глубокими оврагами и каньонами. И тут, как позднее выяснилось, уникальный случай. Путешественники увидели на тропе двух бэкпакеров. Ни раньше, ни позже пеших туристов с рюкзаками больше не встретили за все 2 недели пути. Так и шли в полном одиночестве. Впрочем, места безлюдные, но не дикие. Под вечер путешественники пришли в деревню Касылмар и переночевали в пансионе. Утром позавтракали по-домашнему, вкусно и сытно. Поэтому и в путь вышли позднее, чем обычно. Трудолюбивые турчанки уже возвращались домой из лесов и полей. Автомобильных дорог здесь пока нет. Выручает гужевой транспорт. На обед Бог послал родниковую воду и дикие яблоки. Удивительно сладкие.
И вновь тропа ведет все время вверх и вверх. Места поначалу обжитые. Распаханные поля, пастушки с козами. Но постепенно тропа уводит путешественников все дальше и дальше от человеческого жилья, в горы и леса. Когда-то здесь жили греки, православные христиане. От церквей, построенных во время Византийской империи, остались лишь руины, подчас очень живописные. Родник бьет прямо из дупла дерева. Просто представляете, из дерева родник. Когда-нибудь видели такое? Год выдался урожайный, даже для одичавших яблонь. Белкам здесь голод тоже не грозит. Они так и носятся у путешественников под ногами. Но пролетают так быстро и неожиданно, что снять их ни разу не удалось. Дороги, очевидно проложенные для лесозаготовителей, пустынны. Ни машин, ни пешеходов. Скот бродит без присмотра, как дикий. В начале октября на юге Турции солнечно и тепло. Но под вечер начинает быстро холодать. Лужицы покрываются тонкой пленкой льда. Ночью спасает костер, а по утрам не хочется рано вставать. Взойдет солнце, и воздух сразу же начнет прогреваться. Тропа – это сложная сеть связанных между собой троп, тропок, дорог, просек. Не сбиться с пути помогают расставленные по пути знаки и указатели. Но и они не всегда помогают. Особенно трудно ориентироваться в лесу. Метки на деревьях заметны хуже, чем на камнях. Камней здесь хватает и в лесах. Идти приходится осторожно. Спешить некуда. Палатка с собой. Где застанет ночь, там можно и разбить лагерь. Однако и после такой неспешной ходьбы под вечер ноги заплетаются. Умираю. На окраине деревни Саграк тропа проходит через руины античного города Адада. Места не туристические, поэтому ни ограды, ни входных билетов здесь нет. Во времена Святого Павла город здесь уже был, но маленький. Все строения, которые мы видим сегодня, построены уже после апостола Павла. И храм Трояна, и храм всех императоров, и храм Зевса, и одновременно с ними сохранились руины христианских церквей, тоже относящихся к 3, 4, 5 векам, самым первым векам христианства. Иногда тропа выходит на асфальтированное шоссе, но, как правило, и там машин нет. Вскоре тропа вновь свернула в сельскую местность. К распаханным на зиму полям, к задумчивым коровам, почти безлюдным деревням. На пути встречаются неожиданные преграды, к счастью, легко преодолимые. Эту надо держать, верхнюю. Не так, видите? Верхнюю надо прижимать, да. Давайте попробую. Да. И без спешки. А я не тороплюсь. Опа, все. Так, медленно. Так, держите. Медленно, вы спешите. Нет, это самое. Ну как, Валер, медленно себя как поднимать? Резко надо. Так вот и карабкаемся. Вверх по крутому склону. Один плюс, что здесь за счет деревьев прохладно, тень. И идти поэтому не так жарко и не так тяжело.
Деревни расположены только в долинах рек. В горах между ними можно увидеть только пастухов. Да и то нечасто. В этом году рано похолодало. По ночам вообще заморозки. Утром путешественники вновь сбились с тропы. Да. Так, не ломай. А я даже не представляю, как тут перелезть-то. Я перекатилась. Ну, перекатиться это круто. Ногу закидывай. Вот так. Лег бы животом. Да. Совсем как-то круто пришлось перелазить забор. Еще впереди еще один забор предстоит. Даже непонятно, куда мы попали. Как-то нам через сад этот рубиться надо. В начале октября в Турции в самом разгаре сбор урожая яблок. Еще только раннее утро. В саду никого нет. А результаты работы налицо. Не иначе, как ночью собирали. Если тропа выводит на дорогу, то лучше не идти по ней пешком, глотая пыль, а подъехать на попутке. Благо автостоп в Турции замечательный. Типичная овощебаза, только вместо картошки – яблоки. Но обращаются с ними точно так же, без церемоний. Грузят в самосвалы. Хранят прямо под открытым небом. Но это относится только к плодам, предназначенным для переработки в яблочный сок. Те же яблоки, которые попадут нам на стол, а большую часть их отправляют на экспорт в Россию, перебирают вручную. Сбор урожая в самом разгаре. Работы так много, что объявили аврал и собрали на сортировку весь местный люд. И женщины, как всегда, оказываются проворнее. Места опять пошли безлюдные. Пастушьи стоянки заброшены. Не иначе, как всех пастухов мобилизовали на сбор и сортировку яблок. Слышь, Валер, давай сегодня, где можно схалтурим. У меня ступни вообще никакие. Я еще вчера на тёду не были. Ладно? Утром Валерий и Майнур окончательно потеряли знаки. Как и в первые дни на тропе, шли просто по дороге в направлении на север. До озера Эгердир оставалось совсем недалеко. Только подняться на очередную горную гряду и спуститься с нее. Казалось, вот чуть-чуть, и они вновь выйдут на тропу. Но найти ее так и не удалось. Придется идти по дороге вниз к шоссе. Merhaba. В деревне Балкары тоже много яблок. А люди здесь такие же хлебосольные. И, конечно, каждый норовит угостить от всей души. О, спасибо. О. Ну, спасибо. Яблоки преследовали путешественников и по пути к озеру Эгердир. За 2 недели Валерий Шанин и Майнур Клементьева прошли примерно треть тропы Святого Павла. Еще 2/3 осталось для будущих походов.